Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Сегодня начала вязовлог такой спонтанно. Думаю, если сейчас не начну, то не знаю, когда его уже начну. Вот, вяжу заказик. В предыдущем видео я показывала, что купила пряжи. Вот она у меня здесь вот так уже навалена, так сказать. Это у меня вот все на рабочем столе. Ну, это такой бардак. Не обращайте внимания, в общем-то. Просто у меня здесь рабочий процесс, и решила подключиться, показать, какой красоты я тут навязала. Мне прям самой понравилось. Ну, надеюсь, не будет сильно трястись камера у меня тут. Ну, да ладно. В общем-то, навязала детали для уточек. Вот такие вот щечки связала. Здесь вот у меня целая их куча. Здесь у меня кучка клювиков. Они вот так не совсем красиво выглядят, но когда пришиваешь, то вполне даже клювики получаются. Здесь у меня вот грудочки, и вот таких цветов у меня здесь ушки, так как уточка будет в костюме зайчика. Вот. И навязала уже ручек. Такие вот ручки у меня. Начала вязать ножки. Тут у меня схемка распечатана. Вот. Вяжу и, знаете, так разложила, мне так красивенько это все лежит, думаю, ну, нельзя не запечатлить. Но это просто, не знаю. Конечно, выглядит красивенько, но как начну я это все пришивать, вся красота пропадет. Вот. В общем-то, такое короткое у меня подключение получилось. Но не показать просто нельзя было. Вот. Вот. Кстати, как мне избавиться от этого вот? Я снимаю, вроде бы не замечаю, как это говорю, а когда монтирую видео, я прям слышу, что я в минуту могу по 3 раза сказать вот так. Вообще неконтролируемый процесс это. Ладно, буду, в общем, смотреть здесь у меня YouTube и продолжать вязать уточек. И подключусь уже, когда будет что-нибудь интересненькое еще показать. Все, до следующего подключения. Снова всем привет! Подключилась к вам в режиме бардака с рук. В общем, ну, не хочется убирать все со стола, потому что я сейчас работаю. Потому что, чтобы мне поставить сюда подставку, да, на которой у меня телефон держится, мне нужно все убрать со стола. Ну, кто видел на моем канале, я показывала, у меня такая железная стойка для фотофона, и я на него креплю свой телефон, чтобы снимать. Ну, в общем, я ленива, не хочу этого все делать, тем более у меня особо показывать и рассказывать нечего. У меня вот связались уточки. Так, у нас что сегодня? Среда, да? Вот. А я, по-моему, подключалась в понедельник. Я еще хотела подключаться прям каждый день, показывать за каждый день, какое у меня продвижение. Но, в общем, что-то там пошло не так. Вчера мне было, так сказать, ну, не знаю, показывать нечего было, скорее всего. Ну, потому что уточки же однотипные, да. Я их еще не оформляла ничего. Но вот все детальки я уже сделала. Да, неудобно с руки. Ну ладно. В общем, всем я все связала. Мне осталось только попришивать детальки. Ну, как я уже показывала, детальки у меня все есть. В общем-то, осталось мне самое сложное. Ну, как сложное? Самое муторное, да, это пришить вот такие мелочи. Ушки попришивать. Вот. Корзиночка пришиваний. Уточки, в принципе, все одинаковые. Ну, там плюс-минус с размером получилось, потому что некоторые ниточки потолще, некоторые потоньше. Вот. Ну, как-то так. Кстати, вот связала розовых 2. Ну, вы не смотрите, что она кривая, потому что это я просто так одела и все. Они там не так, как должны прикреплены. Точнее, вообще не пришиты.
Вот. Вот видите, как бы две уточки, да, два одинаковых цвета, все вроде бы как одна партия, все. Но я вязала уточек, они по мягкости очень, так сказать, разные. Вот эта ниточка какая-то более такая шершавая. Она и на ощупь, знаете, ну такая менее приятная. А вот это вот уже такая, ну, в вязке даже вязать было как-то получше. Хотя вот на вид, я смотрю, они особо не отличаются. А вот тактильно, когда трогаешь, прям, ну, очень явно. И самое мягкое, это был вот этот вот цвет. Такой вот голубенький. Он очень мягенький, прям такой шелковистый. Ну, на камеру, наверное, хоть то ворсинистая, да? Но все равно, вот по ощущениям, очень мягкая. В общем, такая красота. Я думаю, оформлю, сделаю фотографию, будет очень красиво. И еще у меня есть вот такой вот цвет бирюзовый. Я тоже начинала с него вязать ушко. И, знаете, эта нитка, она прям, ну, как сказать, как деревянная. Она очень толстая. Я, кстати, ее пробовала порвать, она не рвется. Вот голубой мягенький был, и, ну, можно было легко порвать, да, ниточку. А вот это вот не порвешь, и она очень плотная такая. Ну, как сказать, вот когда придавливаешь, ну, прям вот чувствуется, что, да, такая толстая. Ну, да, на камеру не объяснить. Вот у меня беленькая здесь, она, ну, сплющивается. Она становится вот такой вот плоской. А вот эта, она, ну, вот прям, я ее там ощущаю, она толстая. В общем, такая грубая пряжа, я решила из нее не вязать, потому что из нее бы уточка получилась намного больше, чем другие. Вот. А желтенький же у меня тонкий и помягче, получилась бы голова меньше. Ну, в общем, я думаю, получилось бы что-то не то. И вот не знаю, остался у меня такой моточек. Может быть, потом что-нибудь свяжу. Либо, может быть, и свяжу уточку, но просто голова меньше будет, да. Ну, в общем, это же один заказ, да. А хочется, чтобы они были так более-менее одинаковые, ну, как бы кучка одинаковые. А если вот этот вязать, то, ну, совершенно будет другой вид у игрушки и будет отличаться от тех, которые вот связаны. Она будет и больше, и не такая. У меня здесь, кстати, вот еще моточки остались каждого, не знаю, тут грамм. Ну, в общем, не знаю, по сколько грамм, не взвешивала. Ну, вот такие вот остатки остаются с одного мотка. То есть был у меня вот такой моток 50 грамм, да. И вот это вот осталось. Ну, в общем-то, на вторую уточку там не хватает. Либо, может быть, если делать без капюшончика, да, просто, ну, вот в таком, если вот виде делать уточку, то, скорее всего, хватит. Но, наверное, так не особо интересно. Так. Я, кстати, почему хотела снимать каждый день? Хотела показать, что, то есть, в первый день у меня там, в предыдущем видео я показывала, что одна уточка у меня уже была готова. Потом на следующий день я связала еще 3, целых 3 уточки. Это, ну, прям шикарный результат у меня был. Это, наверное, что-то максимально. Ну, понятно, что я их не собрала, но все равно я их связала, и капюшончики вот эти вот, все. И вчера я связала только 2 уточки. Уже энтузиазм, так сказать, падает, несмотря на то, что они такие красивенькие, все. Ну, в общем-то, ну, надоедает, конечно, одно и то же вязать. Вот. Ну, ничего, удочки у меня уже закончились. А теперь я вяжу новенькую игрушечку. Такую я еще не вязала. Вот такая вот. Ну, на камеру, в общем, она кривая пока есть. Я пока не поняла, почему. Вот смотрите. Да, жалко, не могу показать. В общем, когда на камеру глазки смотрят влево, то в жизни они почему-то вправо.
Ну, не вправо, посередине как-то. Ну, видимо, смотря как я поворачиваю камеру. Ну да ладно. Главное, что в жизни они ровненькие. Здесь вот я когда набью, вроде как будет все ровненько. Ну, я надеюсь. И глазки я еще пока не закрепляла. Хочу примерить. Тут у меня еще есть вот такая вот деталька. Вот. Вообще, эта схема, конечно, для толстой плюшевой пряжи, но я очень надеюсь, что она мне подойдет и для тонкого плюша. Потому что я вот, когда уточек вязала из полухлопка, в принципе, схема подошла и к ярнар джинсу, да, и к вот такому вот тоненькому плюшу. Вот. Интересно, вы вязали такую уже игрушку? Это вроде как новый тренд. Вот. Будет вот такая вот сюда запчасть. Но мне кажется, она большеватая. Хотя, если голову набить, может быть, и получится все нормально. И вот такие вот еще две детальки, которые тоже здесь вот будут. Такие уши. Не знаю. Кажется, уши такие большие. Ну, посмотрим. Я свяжу. Это будет такой пробный вариант. Если заказчику понравится, то свяжу еще. Но я бы сказала, что мне не особо нравится. Это не совсем те игрушки, которые я вяжу, которые мне по душе, да. И вот у меня еще вот здесь лежит. Я хотела вечером начать вязать из нее, да. Но там начинать надо было с черной пряжи. Я вот уже тут нашла с серединки кончик. В общем, я поняла, что ночью вязать из такой черной пряжи, еще и плюшевой, это просто издевательство для глаз. И поэтому отложила и вот начала вчера вот такую вот игрушку. Вот. Скорость у меня прям зашкаливает, я так смотрю. Обычно у меня и одной игрушки нету в день, а тут, ну, либо то, что плюшевая пряжа, либо то, что заказ. Ну вот, получается, вчера еще связала вот третью, да, заготовку для игрушки. А вот эту вот штучку я уже сегодня вязала. Вот. Хотела все убрать со стола, снимать, потом думаю, ну, так себе затея. Я дольше буду убирать, чем снимать. Вот. Потому что все это же нужно куда-то убрать. А мне тут особо некуда. У меня тут уже и подоконник занят. Вот. Здесь у меня вот ящички. Так, ну это салфетки. Вот. Ящичек у меня здесь пряжи. И надо бы уже приборочку, конечно, сделать. Ну вот уже, наверное, закончу, когда этот заказ. Прям весеннюю такую генеральную уборку сделаю на балконе. Поубираю здесь все лишнее. Ну, в общем-то, да, есть у меня уже планы на уборку, потому что, ну, мне много не нравится. У меня здесь вот уголок, да, такой. Покажу вам. И там уже, ну, надо бы поубирать. Вот. Кстати, не обращайте внимания, у меня здесь вот, видите, я думаю, кто-то заметит. Вот такой вот угол, да. Это у меня были сильные ветра зимой, и я, ну, заклеила, в общем-то, там подоконник. Вроде бы ниоткуда оно не дуло, но мне почему-то дуло. В общем, буду на этом заканчивать. Увидимся в следующем подключении. Снова всем привет! Наконец-то подключаюсь в нормальном ракурсе, не с рук. Сегодня у меня уже пятница, и хочу показать свои продвижения за эту неделю. Первым делом хочу показать своих уточек. Вот таких вот милашек. Ну, точнее, уточки не мои, но вязала-то я их. Вот. Это чужой платный мастер-класс. Не пишите мне, пожалуйста, снять на него мастер-класс. Я не могу понять, это либо пишут новички, либо дети. Но это очень странно выглядит. Я вроде бы в видео говорю, что платный мастер-класс, ссылка там, либо как найти автора будет
под видео, да, но почему-то либо не смотрят полностью видео, либо меня не слышат. Вот. Как найти автора, я оставлю, как я уже говорила, все будет под видео в описании. Нажимаете на стрелочку, либо на еще, переходите, там есть текст с ссылками совсем, и все там найдете. Если не разбираетесь, попросите кого-то из знакомых, кто разбирается. В общем, вот такие вот милые уточки. У меня заказали их 6 штучек. Вот такие вот милашки. Я им еще вот здесь вот, наверное, сделаю хохолочек из белого софти. Я и предыдущих, конечно, вот так продала без хохолочка, но, наверное, в этом случае все-таки сделаю его. Так свободно здесь шапочка одевается. Я думаю, ничего страшного, если будет еще немножко здесь хохолочек. Вот в таких расцветках. Ну, в принципе, расцветки вы видели в предыдущем видео, где я показывала покупку пряжи. Вот. Ну, в корзинке они, конечно, все вместе очень красиво смотрятся. И, кстати, смотрите, как сильно играет роль расстояние между глазок. Видите, здесь поближе, здесь подальше. И уже другой взгляд получается. Хотя, на мой взгляд, они, может быть, и милые, но вот этот вот клюв и глаза, мне кажется, они немножко как злые. Но, судя по реакции моей дочки, детям очень нравится. Хотите, я вам так красивенько положу здесь. Ну, красота. Люблю, когда много одинаковых игрушек в разных цветах, вот так в кадре. Мне кажется, очень эффектно смотрится, если даже на полочку поставить. Красота. Кстати, на полочку, которую я арендую, уточки так и не доходят. Я их только свяжу, и их уже забирают. Вот, я уже подумываю о том, что, может быть, мне там аренда полки не нужна. Вот, просто я не успеваю как-то. Как-то не вовремя все получается. То заказа нету, да, и вяжу на полку. То только свяжу, там, думаю, 10 котиков на полочку отвезу, а их забрали в другом месте. У меня, получается, полка простаивает немножко, ну, как бы без новых игрушек. Я думаю, что если туда таких вот уточек понести, то их бы тоже купили. Но для этого их надо сначала связать. Да. Так, в общем, такие красотули. Следующая игрушечка, это вот такой вот персонаж с игры, не игры, с фильма «Игра кальмаров». Вот такой вот солдатик. Капюшончик у него снимается. И вязала я его по мастер-классу с канала «Тепло и уют» Татьяна. Ну, в общем, оставлю вам ссылочку на этот мастер-класс. Там она вязала игрушку из полухлопка. Она была маленькая, наверное, сантиметров 15. Я же вязала из пряжи. Сейчас покажу, какой. Вот, вязала из вот такой вот плюшевой тонкой пряжи. Ну, как тонкой. Есть еще потолще, ну, вот это вот тоньше. Так, ярнард Dolce Baby. И здесь 85 метров в 50 граммах. Вот. Так вот. Такая вот пряжа. И получается он 21 сантиметр. Но я в голове один ряд убрала. Там нужно было 10 рядов вязать вверх. И голова была, ну, такая вот более вытянутая. Я один ряд убрала. Ну, не знаю, мне показалось, как-то оно будет неправильно. А так все остальное, в принципе, я вязала по мастер-классу. И капюшончик поворотными рядами здесь. Ну, круг, а потом поворотные ряды. В общем, все мне понравилось. Единственное, что если бы я в следующий раз вязала, то перенесла вот этот переход вот сюда под руку. Ну, не знаю, я почему-то думала, что я здесь буду вышивать, ну, вот эту вот полосочку. Ну, а потом посмотрела, как-то оно мне здесь не совсем так, как хотелось. Ну, ничего. Кстати, цвет передается немножко неправильно. Он не такой
красный, он больше малиновый. Ну, в принципе, неважно. Выбрала фигурку, та, которая попроще. Но мне еще повезло, я посмотрела, как сказать, ну, просто в интернете посмотрела, какой знак важнее. И вот там было, что круг это просто рабочие там какие-то, треугольник это военные там или что-то такое. И вот главное над этими охранниками квадратик. Вот, поэтому такой персонажик. Вязался легко, быстренько, но вот единственное, что черную пряжу пришлось вязать только днем. Вечером не получилось. И я связала до сюда, бросила и на следующий день уже голову вязала. Ну, я экономлю глаза свои. И еще одну игрушечку, которую я вязала в заказе. Я вам покажу. Это вот такая вот собачка. Да, это, как я поняла, новый тренд из серии вот как уточки Лала Фанфан, да, то это собачка Сиба Ину Лала Фанфан. Ну, что-то типа такого. Я вязала эту игрушку по мастер-классу. Есть довольно-таки подробный мастер-класс на ютубе. Там мастер-класс, по-моему, в 4 частях. Игрушка, оформление и вот одежда. Конечно, я немножко солоху по-другому сделала. Я здесь не подшивала, в мастер-классе там как-то вот так подшивают. Ну, я одела ее и думаю, как бы и так хорошо. Ну, один листик там туда-сюда. Ну, я думаю, ничего страшного. Просто если подшить, мне кажется, здесь вот дети будут играть, телепать, и она все-таки немножко, ну, затрепается, и будет видно вот здесь вот ниточку эту. Вот, поэтому оставила так. Давайте, наверное, все-таки покажу, как все это дело у меня здесь выглядит. В общем, платьюшко вроде бы по размеру, да? Вот так вот. Ну, в следующий раз можно его, например, чуть шире как-то связать. Ну, вот тут вот по 2 столбика хотя бы добавить. Ну, или, может быть, просто у меня оно как-то так получилось. Я-то плотно вяжу, может быть, чуть-чуть бы слабее, и было бы все отлично. Это, кстати, единственный раз, когда одежда на игрушку четко подошла. Так, здесь у меня такая петелька. Так. Вот петелечка. Там в мастер-классе все показано, как связать. Ниточки, пушочек. Вот. Такое платьице. И вот такая вот собачка получается. Очень миленькая игрушка, но мне кажется, что она не совсем у меня получилась такая, как должна быть в оригинале, да, или там у автора, потому что я вязала из тоненького плюша. В мастер-классе вязалась из толстого, но у меня вот так. Но все равно милая получилась, мне кажется. Хвостик там ввязывается. В общем, все как я люблю. Там даже и ушки как-то ввязываются, но я их пришила. Просто, когда я вязала, у меня ушко было не вот на этом уровне, да, как в мастер-классе, а где-то вот здесь вот. Ну, я подумала, что там за проблема. Ничего страшного, я и так пришью. Я, кстати, немножко продешевила с этой игрушкой. Я думала, что как-то все будет намного проще, но здесь очень таки сложно пришивать вот эту вот деталь. Щечки здесь я набивала, потом мордочку пришивала. Ну и плюс вот одежда, да, получается, тоже из плюша. Довольно-таки большой расход, я бы сказала, на целого котика, если вот так соединить все. Ну вот. Поэтому, в общем, не знаю. В принципе, вязалась быстро, но мне не нравятся вот эти вот миллион пришиваний и все остальное. Эту, конечно, собачку я отдала за 600 рублей. Ну, потому что я заказчица изначально договаривалась на 600 рублей. Ну,
я почему-то не подумала про это платье, про повязку. Вот. Но написала, что если надо будет еще связать, то игрушечка будет в одежде 800 рублей стоить. И она согласилась, что да, как бы работа не маленькая. Все. Кстати, без одежды, конечно, вообще это больше мальчик. Возможно, бы я добавила тонировку еще, вот, чтобы розовые такие щечки были, да. Конечно, такие вывязывать не очень. Вот. Но я не знаю. Если захотят, пусть сами тонируют, так сказать. Я боюсь, что я испорчу игрушку, но и плюс мне не нравится с тонировкой. Ну, потому что я не знаю, какого возраста ребенок будет играть. Вот, вдруг там какой-нибудь маленький. Поэтому, думаю, сами разберутся. Так, вот. Это и все мои игрушечки, которые были связаны на этой неделе. Это довольно-таки большой результат, я вам хочу сказать. Я вот здесь себе веду подсчет, и у меня получается сегодня 8 число, а у меня уже есть 9 игрушек. И, в принципе, все более-менее большие. Ну, как большие пингвинчики, да, там не особо такой большой, но все равно. Вот. Уточки, собачка, солдатик. Ну, уточки, тут довольно-таки много работы. Вот пришить слюнявчик этот, щечки, клювик, ушки и капюшон тоже пришивается. Так что у меня довольно-таки плодотворный месяц намечается. Но если, конечно, ничего не поменяется. И так, хотите, я вам еще покажу, какие игрушки будут в этом заказе. Ну как в заказе? Я создала канал в Telegram дополнительный, в котором я выставила фотографии игрушек. Там они не особо такие красивые, просто брала в руку игрушку и фотографировала, да. Ну, не так, как мы для Инстаграм, там красивенько все расставляем. Вот, а просто пофотографировала, чтобы, ну, так сказать, показать наличие. Вот. И из этого канала уже заказчица выбирала игрушки, которые были в наличии. Итак, котики. Я показывала в предыдущем видео. Было у меня 10 котиков. 7 котиков я отнесла на полочку. И вот 3 оставила. Была у меня задумка вообще в 2 ряда поставить этих котиков. Все игрушки убрать. Потому что, ну, их больше всего покупают. Но потом я все-таки вспомнила, для чего мне полка нужна. Что я все-таки туда хотела ставить игрушки, которые у меня связаны. Но сейчас с Ютубом все не очень ясно. Вот, поэтому у меня немножко, так сказать, ракурс сместился с Ютуба на вязание игрушек, те, которые продадутся больше, чем те, которые мне хотелось бы вязать. Вот, поэтому я забрала с магазинчика некоторые игрушечки. Помните, я вязала вот такого вот львенка и ежика. Ежика у меня купили за 400 рублей. И вот заказчица тоже вот этого малыша за 400 рублей берет. А в магазинчике он висел, его не купили. Вот такой вот брелочек. Тоже давно вязала. Ну вот, заказчица забирает такой брелочек. И еще она сказала, что заберет единорожку. Вот, тоже не дошла она до полочки. Забрали ее раньше. И потом я буквально в последний момент успела отфотографировать игрушки еще, да, и вот эту единорожку. И она уже там написала, да, какие игрушки возьмет. И в последний момент такая говорит, ну, давайте и вторую единорожку. Вот. Так что опять нужно будет вязать единорожек. В наличии у меня их уже нету. Вот. Это я показываю к тому, что у меня
Кто-то в комментариях спрашивал рассказать о том, какие игрушки чаще покупают. Покупают, конечно же, те игрушки, которые подешевле. Но вот на примере вот этого львенка можно сказать, что покупают и те, которые, ну, вот просто понравились. Я так понимаю, что заказчице понравился, что он такой маленький, прикольный, необычный, и поэтому она его приобрела. Вот. Ну, а для обычных людей, которые, да, там просто прогуливаются, наверное, все-таки 400 рублей это много. Кстати, уточки я по 600 продаю. Они-то вяжутся быстро, но пришивание здесь. Ну, например, у нас, если выйти на ярмарку там, да, или в магазине поставить, я сомневаюсь, что купят дороже, чем 600 рублей, потому что, ну, она 15 сантиметров, совсем небольшая. Вот. И также много девочки мне пишут, что хорошо продаются игрушки вот по этой схеме. Много игрушек по одной схеме. Но это, в принципе, и можно понять, потому сколько просмотров на видео с телом, да. Много просмотров, значит, девочки вяжут. Много фотографий присылают. Собачек хорошо берут, единорожек, лисичек. И даже до сих пор тигрят покупают. И еще что хотела сказать. В связи с тем, что у меня сейчас, так сказать, нет Инстаграма, я просто решила больше туда как бы не заходить. Ну, это не то, что там принципиальная позиция, да, типа запретили и все, не буду заходить. Нет, мне просто неудобно включать VPN, заходить, там что-то. Поэтому, если вы туда пишете, то просто знайте, что до меня сообщения не доходят. Но я там оставляла все контакты, как меня найти в Телеграм, ВКонтакте. Вот, поэтому я думаю, кто хотел, те уже нашли, подписались и все остальное. Вот такие дела. И в связи с этим я больше не буду, ну, публиковать, так сказать, рубрику «Готовые работы» по моим мастер-классам. Теперь можно будет только, ну, добавить игрушки в группу ВКонтакте, допустим. Ну и там девочки зайдут, все посмотрят, там уже довольно-таки много подписчиков. Вот, можно там и вопросы позадавать, и, так сказать, похвастаться тем, что вы связали. Вот, потому что у меня нет возможности скачивать теперь фотографии с Инстаграма и все остальное. Вот, ну а делать видео там из, так сказать, 10 фотографий тоже нет смысла, потому что сейчас, ну, и в Инстаграм-то мало людей сидит. Вот такие вот дела. Так что извините, как говорится, рубрика закрывается, да. Вот такие вот дела. Ну что, вроде бы все показала, рассказала. У меня сейчас, так сказать, гости. Гости в гостях, да, можно так говорить. Вот, поэтому я очень сомневаюсь, что я успею сегодня смонтировать видео, но если вдруг получится, значит оно выйдет в субботу. Ну, а я думаю, если вы это смотрите видео, то знаете, в какой день это вышло. В общем, все. Говорю вам всем огромнейшее спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки, комментарии, что меня поддерживаете. В общем, всем спасибо и всем пока.